Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, 19 января, и именно сегодня великий праздник Крещения Господня. Именно сделайте так, и знаете, деньги будут с вами на протяжении всего этого года, а также вы будете жить в изобилии и в достатке, и обязательно будете здоровы. Что же сегодня нужно сделать, а также на что стоит обратить внимание, друзья, далее все более подробно в этом видео. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 19 января, сегодня у нас с вами Крещение Господне, великий церковный праздник, который каждый из нас отмечает, обязательно набирает водичку, обязательно празднуем, мы все друг друга поздравляем, поэтому это очень здорово, и, соответственно, те вибрации, те энергии, которые мы отправляем сегодня друг другу, отправляя посылами энергетическими, словами, знаете, это все к вам обязательно вернется. Поэтому обязательно понимайте, осознавайте, что вы сегодня говорите. Ни в коем случае не ругайтесь в этот великий день, только с позитивом. Даже если у вас сегодня у вас запланированы какие-то выяснения отношений, скандалы какие-то, обязательно уходите сегодня от этого. Это вам точно не нужно. Итак, обращаем ваше внимание, что сегодня 19 января, последний рабочий день, пятница, растущая луна в знаке зодиака Телец. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами 8 и 9 лунные сутки. Вы знаете, сегодняшний день будет насыщен энергией и динамикой. И поэтому этот день нам не только в плане великого православного праздника очень важен, но этот день в связи с позицией планет, которые сформировались на небосводе, и это будет день значимым, и при этом этот день будет влиять на различные сферы нашей жизни, поэтому будьте сегодня активными, и знаете, сегодня возможны внезапные перемены. При этом вы что-то спланировали и считали, что по-другому никак, знаете, сегодня вас будет Вселенная удивлять. Кроме того, первая половина дня будет создавать все условия, особенно такие вот, знаете, плодотворные условия для того, чтобы вы занимались новыми какими-то проектами, новыми начинаниями, решениями. Поэтому не задумывайтесь, двигайтесь вперед, и все те цели, которые вы поставили, вы обязательно вы их достигнете, да еще будете и в прибыли. Во второй половине дня вам стоит быть немножечко осторожными. Почему? Потому что увеличивается эмоциональная напряженность и, соответственно, возможны конфликты. Поэтому сегодня внимательны будьте к своим эмоциям, к своему окружению и постарайтесь избегать тех ситуаций, которые могут вызвать какие-то конфликты или споры. Наоборот, сегодня старайтесь сделать акцент везде и во всем на миролюбии и спокойствии. Как мы уже сказали ранее, этот день может быть и ознаменован неожиданными переменами и событиями. Поэтому будьте готовы адаптироваться к изменениям и старайтесь гибко реагировать на обстоятельства, в которых вы можете оказаться. При этом новые возможности и вызовы будут появляться сегодня совершенно неожиданно. Поэтому будьте готовы к выходу за пределы своей зоны комфорта. Кроме того, сегодня нужно избегать рискованных каких-то действий и ни в коем случае не поддаваться на провокации. Также не старайтесь сегодня ввязываться в конфликты, особенно во второй половине дня. И поверьте, сегодня будут появляться в вашем окружении люди, которые вот всеми возможными моментами, мыслями будут пытаться вас спровоцировать. Как вы знаете, сегодня у нас с вами растущая луна, луна в знаке зодиака Телец, и этот день будет сопровождаться стабильностью, мудростью, и, конечно же, это будет отражаться и в нашей энергетике, и в нашем поведении. Кроме того, сегодняшний день будет приносить усиленную активность. Очень важно, чтобы вы в этот день были настойчивы, потому что именно ваша настойчивость и мудрость поможет достичь поставленных целей и воплотить задуманное в жизнь.
Кроме того, знак зодиака Телец очень сильно сегодня будет влиять на наш материальный мир, тем самым активизируя финансовые дела и вопросы, которые будут связаны с приобретением и накоплением материальных благ. Поэтому сегодня очень хорошо заниматься финансовыми вопросами, вложениями и даже развитием бизнеса. Кроме того, сегодня очень важно обратить внимание на свои внутренние потребности и на свое эмоциональное состояние. Помните о том, что в вашей жизни обязательно должен быть баланс, поэтому уделите время себе и подумайте о том, что же вам нужно сделать, чтобы вы находились в гармонии с самим собой. Что же касательно лунного календаря здоровья, то, как вы знаете, сейчас Луна находится в стадии роста, а это означает повышенную энергию и нашу жизненную силу. Но все равно это не значит, что нашему здоровью не стоит уделять внимание. Наоборот, думайте о том, что вам нужно поменять, возможно, в своей жизни, в каким-то привычкам, для того, чтобы действительно в вашей жизни ваше здоровье вас не подводило. Поэтому, как вариант, например, сегодня, возможно, начните соблюдать какую-то диету, которую вы давно хотели. Возможно, вы захотите ввести какие-то новые продукты в свой рацион, но, конечно же, учитывайте индивидуальные особенности, а также то, что не все продукты можно употреблять, особенно сейчас в зимний период, потому что у некоторых людей даже может быть аллергия. Сегодняшний день очень благоприятен для косметических и омолаживающих процедур. Это касается и нанесения масочек, всевозможных пилингов, массажей. Это все поможет нашей коже выглядеть более ухоженной и здоровой. Как мы уже сказали ранее, сегодня очень важно уделять внимание своим эмоциям и уделять внимание своему психическому здоровью. Поэтому в этот день подумайте о том, чтобы уделить внимание медитации, йоге, другим практикам, которые помогут вам справиться со стрессом и, возможно, вашим внутренним напряжением. Кроме того, сегодня хороший день и для активных действий. Заботьте о своем физическом и эмоциональном состоянии. И очень важно, чтобы вы не ломали себя, не думали о том, что вот сейчас я заработаю деньги и только после займусь своим здоровьем. Помните о том, что наше здоровье – это наше все. И как только вы это уясните для себя, то вы по-другому начнете жизнь. Что же касательно календаря, лунного календаря, касательно денег, то этот день благоприятен как период роста и процветания. Как вы знаете, этот день будет находиться в фазе Луны, растущая Луна, а это нам говорит о том, что у нас идет прилив энергии и приумножение финансового состояния. Кроме того, у нас сегодня Луна в знаке зодиака Телец, а Телец славится своей упорностью и материальной выгодой. Поэтому сегодня очень хорошо вкладывать деньги, создавать благоприятные условия для реализации именно финансовых целей. Поэтому подумайте о том, чтобы как в этот день вы можете приумножить накопление, укрепить свою финансовую стабильность или возможно, заняться какими-то инвестициями, которые в дальнейшем вам действительно принесут прибыль. Кроме того, подумайте о том, каким вы можете заняться видом заработка, чтобы увеличить свои доходы. И доходы, вот эти источники вашего дохода, они обязательно должны быть стабильными и надежными. Возможно, нужно рассмотреть инвестиции в недвижимость или запустить какой-то свой собственный бизнес и так далее. Друзья, у каждого это будет свое. Главное, чтобы вы прислушивались к себе, к своему сердцу. Также будьте сегодня уверены, будьте сегодня решительны. Это поможет вам преодолевать любые финансовые препятствия, если они появятся в вашей жизни. Также сегодня день хорош для налаживания партнерских отношений с людьми, а также старайтесь найти те точки соприкосновения, чтобы бизнес и деньги, которые вы будете вкладывать, все это приумножилось. Также обращаем ваше внимание
сегодняшний день в знаке зодиака Телец говорит нам о том, что сегодня идеальный день для финансового роста и приумножения денег. Теперь давайте поговорим, что же нам говорят карта Таро на этот день, 19 января. Вы знаете, сегодняшние карты Таро, если брать общие тенденции, то они говорят о том, что сегодня нас ждет период перемен и преодоления препятствий. Поэтому сегодня этот день некоторым людям может принести возможность для личностного роста, для открытия новых горизонтов и обретения силы внутреннего осознания. И одной из карт этого дня является колесница. А она нас с вами что символизирует? Символизирует перемены и движение вперед. Она говорит нам о силе воли нашей, о решимости. И это все, если мы возьмем и объединим, то это позволит преодолеть любые трудности и достичь поставленных целей. Кроме того, развивайте сейчас в себе лидерские качества и научитесь принимать взвешенные решения. Иногда это очень сложно, но все же важно. Следующая карта говорит нам о том, что мы сегодня должны уделить внимание своему роду, своим близким и родным. Очень важно строить вот именно крепкий фундамент, развивать самосознание, осознавать те ценности и стараться это все интегрировать во все сферы своей жизни, потому что через гармонию с самим собой мы сможем успешно преодолеть любые трудности, которые могут возникать на нашем пути. И следующая карта, которая говорит нам с вами, друзья, о духовном развитии и о нашем преображении. То есть нам нужно быть обязательно со своим внутренним «я» в гармонии, в балансе, слышать себя, обращаться к своей интуиции, проводить практики. И тогда вы действительно сможете обрести новые горизонты и стать более гармоничным и целостным человеком. Конечно, все не приходит за буквально пару минут, везде и во всем нужно движение, нужна работа. Но когда вы это умеете делать, у вас обязательно это все будет получаться в жизни. Далее, друзья, хотим с вами поделиться советом от Архангела Михаила на 19 января. Вы знаете, Архангел Михаил сегодня хочет с нами поделиться особенным советом, потому что именно эти слова, которых мы далее озвучим, помогут вам обрести вдохновение и, возможно, именно вас направят на правильный путь в вашей жизни. Поэтому сегодня старайтесь на протяжении всего дня благодарить Бога, высшие силы, ангелов-хранителей. Плюс у нас ко всему еще, друзья, сегодня крещение, великий православный праздник. Поэтому обязательно сегодня в этот день сходите в храм, сходите в церковь и обязательно помолитесь, обязательно наберите водички, обязательно поставьте свечку за здравие. И постарайтесь в этот день чувствовать себя, что вы божественное создание, что вы архитектор, что вы творец своей жизни. Это очень важно. Также Архангел Михаил говорит нам о том, чтобы каждый из нас обратил сегодня внимание на те цели и задачи, которые каждый человек видит, строит, мечтает и так далее. Потому что у каждого есть какие-то свои мечты, и которые ожидают воплощения. Поэтому очень важно в этот день подумать о них и постепенно приступать к их достижению. Да, вам, возможно, понадобится смелость, решимость, чтобы преодолеть преграды. Но помните, что вселенская поддержка, она всегда есть, она всегда с вами. Куда бы вы ни наступили, куда бы вы ни пришли, всегда обращайтесь к высшим силам, к Архангелу Михаилу, к ангелам-хранителям, и они обязательно вам помогут. Кроме того, Архангел Михаил говорит вам о том, чтобы вы всегда обращались к ангелу-хранителю. Вы обращались к своему внутреннему голосу и получили руководство, потому что это очень важно. Ну и, конечно же, не забывайте заботиться о себе и о своем физическом теле. Помните о том, что наше физическое тело – это аватар, который нам дан для того, чтобы мы за ним смотрели. Есть душа, есть энергия, но есть еще и тело. Если тело болеет, то и душе тяжело. И поэтому сегодня постарайтесь зарядиться положительно
положительной энергией. Постарайтесь найти себе какое-то любимое себе занятие, потому что когда вы заботитесь о себе, о своем теле, то таким образом у вас есть энергия, чтобы дальше что-то делать, чтобы что-то двигаться и так далее. Это очень важно осознавать и понимать. Друзья, в описании к этому видео мы оставим вам молитву от Архангела Михаила на 19 января. Обязательно ее прочитайте и обязательно осмысленно продумайте вот те советы, рекомендации, которые мы дали сегодня вам на протяжении всего видео. И, друзья, как мы в начале видео сказали, сегодня в такой вот великий день, в крещение Господне, обязательно проведите одну простую практику, и вы будете и здоровы, будете богаты. Итак, что нужно сегодня сделать? Сегодня в любое время, когда вы пьете водичку, когда вы умываетесь, когда вы моете руки, когда вы принимаете ванну, душ, в общем, когда вы соприкасаетесь с божественной водичкой, обязательно говорите следующие слова. В святой воде упоительная энергия живет, принося мне благословение и процветание. Истина. И эти слова вам помогут сонастроиться с энергиями Вселенной. Сегодня очень сильный по своей энергетике день, девочки и мальчики, поэтому ваша задача именно лелеять эти энергии и привносить в свою жизнь. Друзья, мы всех поздравляем с праздником Великим Крещения Господня. Желаем всем здоровья, достатка, благополучия. Пусть в вашей жизни будут только прекрасные и чудесные моменты. Если у вас что-то сейчас не получается, не расстраивайтесь, всему свое время, помните об этом. Придет тот момент, когда действительно ваша жизнь может измениться, и настолько измениться, что вы сами будете удивлены. Девочки и мальчики, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии обязательно поздравьте друг друга с крещением Господним, пожелайте всего самого-самого наилучшего. Друзья, кто спрашивал касательно благодарности, касательно донатов, как можно нам перевести, друзья, есть ссылка в описании, и вы можете нажать на эту ссылку и перевести ту сумму, которую вы считаете важной и нужной для вас. Любая сумма, это будет для нас приятно. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся буквально в следующем видео.